Сижу я как-то на пляже на каком-то озере. А почему на каком-то? Я помню на каком. И читаю Вайля. Вот этого. И натыкаюсь на его рассказ об идеальном городе, о Пьенце, о существовании которой я не знал. Но Вайль так вкусно всегда пишет, что сразу хочется туда попасть. Ну, в самом деле, идеальный город. Сейчас это словосочетание идейно разболталось. Время от времени появляются списки лучших городов мира, и первая десятка объявляется идеальной. И каждый раз претензии. Да в этом Цюрихе от скуки помрешь. Ну, не совсем. Ну, Торонто, Нью-Йорк для бедных. Это так, на мой взгляд. И тому подобное. А спорить не надо. Идеальный город есть. Всего один на Земле. Зафиксированный, зарегистрированный терминологическая истина. Это Пьенца. Находится в Тоскане, в 50 километрах к югу от Сиены и в 12 километрах к западу от Монтепульчано. Ну как тут не поехать? Поэтому через пару лет, когда я планировал большое путешествие по Центральной Италии, я подумал, в Сиене мы будем на музыкальном фестивале. Все равно. А раз мы будем в Сиене, то уж в Монтепульчано заехать обязательно, за винами. А там и в Монтальчино, за Брунелло. А Пьенца как раз посредине. А Вайль так вкусно о ней пишет. В общем, провели мы в Пьенце 3 совершенно восхитительных дня. То, что мы видим сейчас перед собой, собственно, и есть вся Пьенца. Вот она такая крошечная. Нет, есть еще новый город, вот туда, чуть левее, откуда, собственно, люди и попадают в старую Пьенцу. Но это вот она вся и есть. Вот перед нами кафедральный собор, левее его Палаццо Пикколомини, правее Палаццо Борджа. А это центральная площадь, такая же крошечная, как и весь город. Мы на ней проведем какое-то время в этом фильме. Ну вот, южная часть старого города нависает над окружающей равниной, и практически на всем протяжении этого южного уреза, так сказать, устроена такая прогулочная балюстрада, на которой мы тоже проведем некоторое время в этом фильме. На нее можно попасть практически из любого уголка старого города, вот через такие проходы, одни шире, другие уже. Под балюстрадой проходит дорога, какие-то небольшие домики, вот этот вот, например, дом какого-то явно творческого человека. А вот за этим, за всем открывается вид, от которого, оторваться невозможно. И поэтому время от времени люди сюда возвращаются после прогулок, после ресторанов, церквей, музеев или просто на закате. В самом деле, как отсюда уйдешь? Да и зачем? А если еще и бинокль хороший, то вообще это кино можно смотреть вечно. Освещение же все время меняется. Меняется и картинка с ним вместе. На картинке окружающей природы мы будем рассматривать в конце этого фильма. А сейчас пойдем, собственно, в город. Хотя бы на его центральную улицу. Она идет вдоль всего города. Центральная площадь вот там, за башней с часами. Мы через минуту к ней вернемся.
Кроме центральной улицы, здесь полно всяких очень уютных каких-то переулочков, закоулков, проходов. В этом Пьенца похожа на почти любой итальянский город. И, как везде, полно цветов. Но давайте сходим на центральную площадь, она очень симпатична. Вот это выглядывает Палаццо Пикколомини, и по архитектуре мы бы не удивились, встретив такое здание где-нибудь в центре Флоренции, а не в крошечном городке, правда? Солидный кафедральный собор, облицованный травертином, это такой белый известняк. Ну, о соборе мы еще поговорим. Рядом с Палаццо Пикколомини вот такой старый фонтан. Ну, прервемся, колокола бьют. Да, центральная площадь Пьенцы – это очень оживленное место. Кольцо для привязки лошадей. Мы остановились на этом фонтане, да? А построил его один из братьев Расселино в XV веке. Основание, вот эта круглая чаша у него этрусская, а в центре антаблемента, который покоится на коринфских колоннах, герб папы Пикколомини, папы Пия II. Напротив собора лоджия, тоже очень похожая на флорентийские, с ионическими капителями, мульонные или импостные окна, а это Палаццо Коммунале, муниципалитет, который проектировал тоже, скорее всего, Бернардо Росселлино. И вот та башня с часами тоже относится к этому зданию. Она высокая, но ниже колокольни собора. Так нам сразу показывают иерархию. Светская власть не может быть выше божественной. Вот такова центральная площадь Пьенцы. Она очень маленькая. Вайль пишет «двор», едва не дворик. И вдруг понимаешь, да так оно и есть, это же итальянский сад камней эпохи Возрождения. Да, так почему же Пьенца идеальный город? Сейчас поговорим. Давайте только обогнем собор слева. По этой пологой лестнице, мимо старого колодца на фундаменте храма, выйдем на балюстраду, ведь правильно говорить об идеале, глядя на что-нибудь идеальное, например, вот на этот пейзаж. Ну или на что-нибудь еще не менее идеальное. Как я ввернул! Да, я, кажется, не сказал, что долина, над которой мы стоим, называется Валдорча. Ну вот, как раз в этой долине находилась деревушка Корсиньяно, известная с IX века, в которой в 1405 году родился Энио Сильвио Пикколомини. Из довольно скромной семьи, то есть она была известна с XIII века и имела какие-то там дома в Сиене, император Фредерик II подарил им какие-то владения за службу, в частности, вот эту деревушку Корсиньяно, которую Пикколомини в начале XIV века продали. В общем, такая средней руки семья, не особо известная. Но вот этот самый Энио Сильвио был весьма настойчивым молодым человеком, который не боялся учиться, не боялся никаких трудностей и постепенно продвигался по церковной лестнице все выше и выше, пока в 1458 в возрасте 53 лет не стал папой Пием II.
Я это совсем вкратце рассказываю, его история очень интересна. В Сиене, в замечательном кафедральном соборе, есть библиотека Пикколомини с циклом фресок Пинтурикио, как раз описывающих жизнь Энио Сильвио Пикколомини. Вот мы на них сейчас смотрим. Так вот, как только Энио Сильвио Пикколомини стал папой, он тут же призвал к себе Бернардо Росселлино и поручил ему превратить родную деревушку Корсиньяно в идеальный город, который и получил новое название Пьенца. Причем идеальный город – это не эпитет и не метафора, это градостроительный термин. Идея-то идет еще от Платона. Уже после Пикколомини Томас Мор, Кампанелла, «Город солнца», мы все это знаем. Снова, как пишет Вайль, идеальный город призван был воспитывать нравы и чувства, исправлять души и умы. Например, устраивать площади и перекрестки нужно было так, чтобы молодые были под постоянным наблюдением старших. Одни резвятся в открытом пространстве, другие чинно беседуют в колоннаде. Ну и так далее. Так вот, было несколько попыток такой город создать, в частности, и это. Другим подобным примером была Саббионета. Неподалеку от Мантуи еще один идеальный город, который создал примерно через 100 лет после Пьенцы Веспасиано Гонзага из младшей ветви этого очень важного в Италии дома. О существовании Саббионеты Вайль, по-видимому, не знал. Да и мы не знали. Однако друг, который там побывал, так взахлеб о ней рассказывал, что пришлось заехать, раз мы уж были в Мантуе. Это в том же путешествии, что и Пьенца, но на месяц позже. Когда-нибудь я расскажу и о Саббионете. Но пока мы в Пьенце стоим на балюстраде над Валдорча. Время от времени внизу по дороге ездят вот такие тракторы с сеном. Начало августа, страда. А когда, наконец, оттянешь себя за уши от этого вида, то вернуться на центральную площадь можно по другой лестнице, если обойти храм. И тогда мы выйдем со стороны палаццо Пикколомини, вот это его лоджии там вверху. А поднявшись, можно продолжать гулять по старой Пьенце, занимаясь кто чем. Тут ведь много замечательных уголков. И вот, гуляя по городу, любуясь вот такими цветами на фоне старой стены, здорово, правда? Мы наткнулись на очень интересную керамическую мастерскую. Понятно, все, что связано с керамикой, мы же мимо пройти не можем. Таня тут же начинает совещание на производственную тему с мастерами. Но самое интересное в этой мастерской – ее расположение. Находится она в пещере, древней. Говорят, здесь было когда-то этрусское кладбище, но подтвердить это невозможно. Затем в пещере производили оливковое масло аж до конца XVIII века. Вот этот круг для этого и использовался. Так что гончарная мастерская здесь недавно, чуть больше пары сотен лет. Вот этот 20-метровой глубины колодец был выдолблен в конце XI века. Тогда это был единственный колодец в Пьенце. Поразительно, что работает он и сейчас, почти через 1000 лет.
вода для этой керамической мастерской поступает из этого колодца. Но главное, что в пещере-то разлом, который проходит непосредственно по стенам и по потолку. Вот просто настоящий такой серьезный разлом, нешуточных размеров, который здесь уже, говорят, давно. И когда-нибудь здесь все, конечно, рухнет. Но все надеются, что еще не сегодня. Мы тоже на это надеялись и выжили. А в остальном очень интересная мастерская. Есть здесь, конечно, и подземный ход, который можно было использовать в случае осады. Когда-то это место и производство оливкового масла принадлежали семье Спанокки, которая в XVIII веке породнилась с семьей Пикколомини. А нынешний владелец – это третье поколение Гончаров. И живут они в доме прямо над мастерской. Когда мы вышли, Таня показала мне вот на эти ножки у горшка. Замечательно. Ну вот, геологические процессы здесь продолжаются, и вроде бы Пьенца постепенно сползает с холма в долину. Но это еще не скоро. Да, вот там на горе, на горизонте, город. Сначала я думал, что это Сан-Квирико-Дорча, но Скайлайн другой. По Скайлайн это Монтальчино, до которого 15 километров и который знаменит замечательными винами Брунелло ди Монтальчино. Была тут еще одна загадка, чуть с другой стороны, к юго-востоку. По-видимому, это Монтичелло. Вот такую фотографию я нашел, и если развернуть ее вот как-то вот так, то Скайлайн вроде бы полностью совпадает. Ну вот, гулять по Пьенце можно сколько угодно. Здесь на каждом шагу что-нибудь найдется, такое, от чего глаз не оторвать. И постоянно какие-то закоулки, которые выводят в другую часть города. Вот один из таких закоулков с названием Виколо делла Кьокарелла выходит с центральной улицы прямо к квартире, которую мы сняли, буквально через 20 метров. Кстати, замечательная квартира с замечательными хозяевами. Теперь, на каждом шагу в Пьенце рестораны. Многие очень интересно оформлены, как, например, вот этот, в клойстере бывшего францисканского монастыря. А многие и оформлять-то не надо, поскольку находятся они непосредственно на балюстраде. И что там оформлять, когда перед тобой вид вот такой? Кто тут смотреть будет на ваше оформление? Посидели в таком месте и мы. Еда была неплохая, вино было замечательное, Нобиле ди Монтепульчано, а вот цены нам показались неадекватными. Но это все не важно. А еще интересно, ребята, вы в Италии. Никакого льда в вине, никакого капучино во время процесса питания, так сказать, и никаких сприц после ужина. Вот это очень здорово, очень по-итальянски. Я ж говорю, если итальянцу что-то не нравится, ты получишь это сразу, прямо в лицо и без обиняков, после чего он предложит тебе пойти выпить вместе. Дисклеймер.
С Пьерлуиджи Коллиной я не пил. Его фотографии – просто иллюстрация. Но вернемся в Пьенцу, что же я все время отвлекаюсь-то? Ну вот, а в Пьенце люди к вечеру одеваются, как положено. Теперь, сидя как-то в каком-то ресторанчике во Флоренции, мы увидели вот такую картинку, очень завлекательную. Остерия в Пьенце с хорошим рейтингом. Мы собирались сюда зайти, но не получилось. Во-первых, она была прямо перед нашими окнами. Вот это с Google Maps, так что мы все время на нее смотрели, и как-то она нам надоела. А главное, к квартире, которую мы сняли, прилагался дворик под деревьями, причем фруктовыми, с видом на уже знакомую нам колокольню, которая вот. А теперь на меня. Легко. Ну и какие тут рестораны, ну сами посудите. Вино, сыр, хлеб, какие-то овощи. В таком месте зачем нам рестораны? Да и вина у нас, которые мы купили в нашей любимой винодельне в долине Аосты, по дороге сюда, с фестиваля в Вербье. Рестораны. В общем, ресторанам в Пьенце с нами не повезло. Ничего, через пару недель в фантастических ресторанах Монтефалько вот там мы оттянемся в полный рост, как сейчас говорят. Но не будем отвлекаться. Мы по-прежнему в Пьенце, на центральной улице. Перед нами замечательная колокольня. Палаццо Пикколомини. И показываю я вход в эту церковь не зря. Это церковь Святого Франциска, и в эти дни уже много лет здесь проходит музыкальный студенческий фестиваль. Некие преподаватели из Миннеаполиса и Манчестера привозят сюда студентов каждое лето. Они здесь занимаются и играют. Ну, в полупустом зале, но это не важно. Играют они, ну, так как играют студенты, неплохо. Вот этот молодой человек даже сонату Франка играл с преподавателем. И вполне, надо сказать, неплохо играл. И видно, как этим ребятам здесь хорошо, как для них важно здесь побывать, получить этот опыт. В общем, молодцы преподаватели. Да и церковь хорошая была. Конечно, состояние фресок здесь, ну, в алтаре еще что-то видно, но это практически и все. А ведь было. Немножко странно видеть сцену Нативити в это время года, но, видимо, ее не убирают здесь. Ну вот, это был наш последний вечер в Пьенце. На завтра мы уезжали дальше, прошлись
последний раз по нашему переулочку, Виколо делля Кьокарелла, и вот уже наша квартира. Ну вот, в следующем фильме мы поговорим о двух дворцах-музеях, Палаццо Пикколомини и Палаццо Борджа, и о кафедральном соборе. А сейчас, как и обещал, долина Валдорча, над которой стоит Пьенца. Да, пока не забыл, удобно подъехать к северо-восточной части города, поставить машину вот здесь ненадолго, через вот эти ворота войти в город, отвезти чемоданы, рядом же все, и быстренько вернуться к машине, чтобы отвезти ее на бесплатную парковку здесь же, рядом. В Пьенце все удобно. Ну, сказано же, идеальный город. Ну и, наконец, обещанная Валдорча. Невысокая гора на горизонте – это Маунт Амиата, спящий вулкан, благодаря которому Валдорча так плодородна. Около 300 тысяч лет назад здесь случилось огромное извержение, и лава покрыла 20 квадратных километров. Сейчас вулкан спит, но последнее извержение было всего 2000 лет назад, и горячих источников вокруг этой горы полно. Ну вот, а теперь я помолчу и включу вместо себя замечательную музыку.